Здравствуйте, приветствую вас на канале. Итак, огромнейшая благодарность тем людям, ради кого я пишу эти видео. Огромнейшая благодарность за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки и за донаты, которые вы иногда донатите. Потому как если бы не вы, не было данного канала. И начнем издалека. А если быть поточнее, из самого битка. Что мы видим на данный момент? Биточек наш восстанавливается 1,8%, эфириум 7% приток капитала. Но все равно эфириум слабее, чем биток. И в принципе, ситуация таки и неплохая. Хоть у нас эфир и слабый, это говорит о том, что у нас пока нету притока капитала на рынке. Но биток максимально удерживает за счет переливания ликвидности из разных альткоинов на хаях. А как будто бы быть поточнее, это, конечно же, на максимальных значениях. Психологическая отметка 100 тысяч долларов по биткоину. Итак, что у нас по биточку? У нас здесь ситуация такая вот выглядит не очень хорошо, очень устрашающее, конечно же, потому как мы подошли к верхней части канала и есть вероятность то, что мы будем сюда вниз падать. Но я надеюсь, что мы не будем падать, все-таки мы пробьем вершину и уйдем выше данного блока сопротивления. Локально у нас здесь была неплохая манипуляция на битке. И перед тем, как идти штурмовать вершину, по всей видимости, нужно было выбрать лонгистов. На часе мы видим то, что здесь лонгистов знатно побрили, вплоть аж до 15 мая выбриты были краткосрочные лонгисты. Цену битка моментально вернули в диапазон выше 103 тысячи долларов и удерживают. Что здесь у нас будет дальше происходить? Мы, конечно же, точно не знаем, но я думаю, что удержат цену битка вот здесь вот и будут штурмовать данную вершину. Что у нас по объемчикам? Если мы посмотрим вот эти вот боковые объемы и увидим то, что у нас на данный момент максимальные объемы проходят в диапазоне 104 тысячи долларов. И мы можем с вами отметить то, что данный диапазон является уже блоком поддержки. Но не нужно сильно, конечно же, здесь подать в эйфорию, потому как буквально вчерашняя вот эта манипуляция пробивает данный блок как ножом в масло. Но мы можем, конечно же, предположить, что у нас есть некий блок поддержки, это диапазон 103-104 тысячи долларов, и нам желательно сюда ниже не опускаться. Мы, конечно же, можем сходить, отретестить данный блок сюда вот, потом еще какое-то количество времени походить, и нам желательно выйти выше хая по битку. И здесь, конечно же, я думаю, что мы переходим уже в стадию сильнейшей манипуляции, потому как когда биток достигает своих пиковых значений хая, здесь будет повышенная волатильность, как это было и в 2021 году. Если мы посмотрим на график 2021 года, то тут просто огромнейшие свечи были, тени были огромные на свечах. Смотрите, здесь у нас поглощение было на 9% практически, и болтанка здесь была огромная. Тут у нас движение битка было на 20%. Тут у нас было движение коррекционное на 21%. Дальше возвращение. Так что нужно быть очень внимательным. Могут, конечно же, знатно здесь всех повыбривать. Дальше на дневке. На дневке у нас здесь по скользяшкам есть здесь пересечение. Видно то, что у нас здесь был такой вот крест положительный. И я думаю, что в дальнейшем это все дело у нас отработает в лонговую сторону по биточку. Дальше, что касательно самого цикла. Цикл у нас еще не закончен. Мы не видим желтой зоны. Вот, мы прекрасно видим то, что у нас пока идет перекраска данной метрики с апельсинового цвета уже в такую вот
Ну, еще не ярко-желтую, но уже желтоватая зона есть. И я предполагаю, что у нас будет импульс роста по биткоину в диапазон 130, 140, 150 тысяч долларов. И здесь они, конечно же, может подключат альтсезон. Альтсезона у нас не было. И крупный игрок сделал полнейшее разочарование на биткоине. Но я думаю все-таки, что у нас будет тот момент, когда начнут двигаться альты, особенно эфириум. Также еще есть данная метрика, где показывает нам пики цикла. Пики цикла у нас, когда вот эта вот красная скользяшка приходит в этот вот красный блок. Но в 2021 году у нас было только-только касание данного блока, мы сюда не зашли. Но в этом цикле мы даже и видим, что нет даже никаких намеков. У нас, смотрите, была здесь разгрузка. Разгрузочка пошла. Ну и возврата в верхнюю часть метрики еще даже не происходило. По всей видимости, запас хода у нас еще есть. Если мы это дело все вот так вот увеличим. Вот. Все мы это дело увеличим. То в принципе у нас еще здесь есть запас хода. Но нам что-то данная метрика не хочет показывать точную, конечно же, информацию. Видно, что здесь скрыто все. И сейчас вообще даже видно по просторам интернета, что даже график М2 манипулятор полностью нам ничего точно не показывает. Но я надеюсь, что все у нас получится. Дождемся мы того самого альтсезона. Опять же, капитализация у нас восстановилась до 3 триллионов 340 миллиардов долларов. В пике, я думаю, что капитализация будет в диапазоне 4,5 триллиона долларов. И это был бы идеальный вариант для альтсезона. Что у нас по доминациям? По доминациям мы видим на данный момент то, что доминация эфириума за вот это вот все последующее снижение дала первый намек на разворот. Вот мы видим то, что доминация у нас здесь чуть-чуть развернулась эфириума. Альткоины, конечно же, не разворачивались. И доминация биткоина, видим здесь небольшой разворот по доминации битка. Может быть такое, что мы уже на пороге разворота доминашек. Ну, где-то как были, вот, например, в декабре 2020 года, да. Вот напоминает вот эту вот ситуацию. Декабрь 2020 года. И альтсезон у нас произошел вот март 2021 года. Когда вот здесь вот оранжевая и серая вместе начали скользяшки соприкасаться. И я ожидаю тоже данного момента. Дальше, что у нас по притоку капитала? За последний период времени есть здесь небольшой приток капитала. Ну, 334, 319, 114, 260. Но это небольшие, конечно же, притоки. В основном BlackRock. Первая колоночка это у нас BlackRock. Затаривается битком BlackRock у нас. Ликвидации. Просто-напросто этот цикл меня, конечно же, удивил. Я изучил историю 17 года цикл, 21 года цикл и такого даже не видел. Ну, этот просто цикл, это сплошное бритье лонгистов, смотрите. Сплошное бритье лонгистов. У нас все лонгисты просто выбриты. Это просто нонсенс. Шортисты, максимальное бритье было шортистов, это у нас было 8 мая. Все. Тут даже, сущие копейки по шортам. В основном лонгисты выбриваются. Это просто капец. По временному интервалу у нас может быть такое, что рынок вырастет до сентября 2025 года. Там у нас как раз произойдет 520 дней после халвинга битка. Ну а после сентября я уже даже не знаю, что должно у нас произойти, чтобы этот рынок рос. Ну, шортисты по битку выбриты за 24 часа, за 12 часов шортистов опять побрили. Ну, это просто трэш. Итак, лонги по эфириуму у нас не закрываются и особо не набираются. Здесь идет стагнация, боковое движение, консолидация. И это говорит нам о том, что пока эфир не качают. Все у нас здесь замерло. На 4-часовике мы видим здесь боковое движение, ничего интересного не происходит. Я вас буду держать в курсе, потому как это интересный график, где нам поможет выйти с этого рынка. Дальше, по поводу монетки Пепе. Держу я данную жабку зеленую и
предполагаю, что она еще покажет импульс роста. Если у нас будет альт-сезон, то Pepe, я думаю, что, ну, по всей видимости, с текущих еще прикроет один нолик. И это будет очень шикарно и очень замечательно. Если мемкоинов занимает третье место, Трамп все-таки не подвинул Pepe, остыл потихоньку и протягивает ножки свои. На 4-м месте, на 5-м месте Bonk. Bonk у меня есть, бесплатные монеты мне Binance раздавал, ну там небольшая позиция. Больше я не набираю, потому как Bonk показал рост, и я думаю, что нет смысла набирать. Pepe тоже не набираю, просто удерживаю. Считаю, что Pepe на данный момент у нас находится в стадии реаккумуляции. И все вот это вот боковое движение, которое у нас здесь вот происходит, по всей видимости, напоминает нам вот это вот движение, которое проходило с 23 года по февраль 24 года. И мы вышли в верхний блок проторговки. И я предполагаю, что здесь у нас будет аналогичная ситуация. Pepe выйдет как минимум вот этот вот блок. И здесь уже будет по Pepe завершение бычки. И тут будет распределение. Очень хорошие надежды на Pepe. Я думаю, что она еще покажет волну роста. И так как у меня неплохие точки входа, вот эти вот, то в этом вот верхнем блоке будет идеальная прибыль. Это было бы просто шикарно. Вот 20 иксов это просто шик. Просто шик для данного мемкоина. Посмотрим, понаблюдаем. Что у нас на недельке? Давайте посмотрим индикаторы. Что у нас тут на недельке произошло? Так, мы видим то, что у нас был сигнал на покупку. Сигнала на продажу не было. Здесь у нас формируется восходящий канал. Правда, уже 2 недельки мы стоим, ничего не делаем, но в восходящем канале мы здесь проторговываемся. И на данный момент мы уперлись просто в блок сопротивления. Давайте посмотрим объемы. Да, тут у нас в принципе видно то, что были на самой вершине продажи. Вот желтые линии. Это здесь были продажи. Вот это вот блок сопротивления. Мы его можем с вами отметить. Желтые бары. Нам его нужно, конечно же, преодолеть для дальнейшего роста по нашей лягушонке. Вот он. Мы как раз с него зашли. И есть отбой. Ну, я думаю, что у нас здесь может даже произойти какая-то коррекция. Правда, эфириум уже неплохо откорректировался. Улетел вниз. Но здесь даже если будет какая-то коррекция, пускай там на десяточку, да. Ну, было бы в идеале зайти в этот блок, пробить его и проторговаться. Это было бы вообще шикарно. Тогда отретестить. Это было бы просто шикарно бы. Эфириум хоть и скорректировался, на Pepe у нас отстояла. Отстояло все это движение. Я надеюсь, что она выстоит в дальнейшем и ждет, конечно же, движение эфириума. Сейчас на этой неделе у нас здесь коррекция. Есть здесь сигнал на дневке на продажу. Здесь был сигнал на покупку, тут на продажу. Я думаю, что здесь будет боковое такое движение, стагнация. В принципе, что по Pepe. Дальше, DXY. DXY это у нас, конечно же, индекс доллара. И мы видим то, что на данный момент мы подошли к нижней части вот этого вот медвежьего флага. Будет ли у нас пробитие, посмотрим, понаблюдаем. Я предполагаю, что DXY у нас снизится, ну, в диапазон 96 пунктов. Вот так вот. И это еще будет очень хорошо для криптоактивов. Будет конкретно здесь закреп. Хорошая медвежка для DXY и хорошая бычка для криптовалюты. Крипта очень шикарно отреагирует. DXY у нас направление просто-напросто вниз идет. Также мы с вами рассматривали то, что примерно по биткоину мы находимся где-то вот здесь вот. И может быть такое, что будет еще встряска на битке. Но может, что у нас встряска данная здесь вот и произошла. Здесь, если мы посмотрим, такое вот у нас движение было здесь. То может быть такое, что встряска у нас здесь и произошла уже на битке. На дневке вообще мы шикарно выглядим. Смотрите, какое было поглощение. Такой вот образовался классный молот красный. Правда, молот хорошо отрабатывает, когда мы в нижней части графика. Ну, где-то вот, например, вот здесь вот, да.
Вот тут вот шикарный разворот произошел. А в верхней части графика, ну, так себе. Но все равно поглощение было хорошее. Вышли мы с вымпела бычьего по битку. У нас здесь формирование бычьего вымпела. И закрепляемся намного выше. Что у нас на месячном графике? Давайте мы посмотрим, как выглядит месяц. Месяц вообще просто шикарно. Май месяц, смотрите, мы полностью поглотили все вот это вот нисходящее движение. Февраль, март, мы его поглотили за апрель-май. Просто шикарно. Даже если у нас и май закроется с каким-то там большим фитилем, все равно у нас здесь есть хорошее поглощение. Все это дело удержали. Дай бог, июнь будет продолжение движения. Вот что. Месячный. Здесь самое большое количество это месяцы. Конечно же, это наши буквально хотелки, то, что биток должен дальше расти. Но если мы посмотрим на месяцы, смотрите, мы уже с 1 декабря 2022 года находимся в бычьем движении по биткоину. И тут остается буквально сущие копейки для движения битка. Я считаю, что биток там 200 тысяч долларов не будет, но хотя бы пойти оттестить 135к, это было бы неплохо. Но тут еще остается у нас примерно 140, 139, да, 100, примерно 30% движения. Стоит ли вам покупать сейчас здесь биток для того, чтобы поучаствовать в 30% движения и потом погрузиться на медвежку, сидеть в просадке? Ну, я не знаю, думайте сами. Есть люди, которые сейчас уже здесь покупают биткоин. С какой целью они это делают? Непонятно. В принципе, вот так вот. Пепе выглядит у нас неплохо. Посмотрим. Я думаю, что если эфириум у нас начнет показывать хорошее движение, то и Пепе, конечно, пойдет за эфириумом. Что у нас по криптоактивам? 105 биток, шикарно просто. Тезер, смотрите, опять начинают печатать. 151 миллион долларов или миллиард долларов. Если быть поточнее, то миллиард, конечно же, это шутка, что миллион долларов. Тезер у нас капитализация просто-напросто летит. Опять же, сегодня была печать. Вот, за 7 дней, смотрите, летим вверх. Печать идет полным ходом. USDC. Давайте посмотрим здесь, что у нас творится. За 7 дней здесь у нас оттоки. Пошли оттоки буквально с августа. Ой, с апреля месяца. Но глобально мы выглядим, в принципе, пошли на перехай даже. Можем сейчас даже, чуть-чуть здесь снизиться. И в дальнейшем, я думаю, что еще будет печать USDC. Потому как USDC, они обеспечены долларом в основном. И как раз это печатание USDC может совпасть с включением печатного станка. А вы как думаете, будет ли включен печатный станок или нет? Пишите в комментариях под видео. Ну что, в принципе, все у нас выглядит неплохо на крипторынке. Биточек у нас хоть и сделал манипуляцию и был перелив ликвидности с эфириума из альткоинов, но неплохо восстановился. Дай бог, июнь у нас будет продолжение роста, и там они что-то уже будут думать с этими альткоинами. Потому как время у нас поджимает. 520 дней после халвинга биткоина будет в 20-х числах сентября, а там уже нужно на медвежку двигаться. А у нас остается, как ни крути, 4 месяца. Вот так вот. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Огромная вам благодарность за то, что вы меня поддерживаете. Если бы не было вашей поддержки, я бы просто-напросто не писал бы видео. Иногда смотрю то, что нет просмотров на канале, и хочется просто это все закинуть эту криптовалюту, ничего не хочется делать и просто пойти лечь спать. Но смотрю, что есть комменты, есть лайки, есть подписки, и хочется творить дальше. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.